Короче говоря, я поехал на гонку «Буйные есть». Для хоббитов гонка состояла из двух частей. В первый день квалификация на эндуро-стадионе, во второй день основная гонка на трассе. По приезду мы пошли осматривать стадион, и, честно говоря, я впервые был на настоящем эндуро-стадионе. Он меня впечатлял и пугал. Часть препятствий выглядела простыми и понятными – бревна, колеса. Другая часть была новой и пугающей – горки со встроенными бревнами и камни. Камни, 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 камни повсюду просто. Я привык ездить по лесу и песку, поэтому большие твердые глыбы, раскиданные там и тут на трассе, вызывали у меня панику. Что же делать? Как по ним ездить? Как остаться целым и сохранить мотоцикл? Более опытные гонщики успокаивали и давали советы. Камни не такие уж и страшные, надо расслабиться, рулить в нужную сторону и дать подвеске делать свою работу. И все получится. Плюс к этому в камнях очень быстро накатают траектории проезда и станет сильно проще. На том и порешили. Наступил день квалификации. Мне повезло, и я ехал в 8-м заезде. А это значит, что у меня было время присмотреться к тому, как ездят остальные, и выбрать себе правильные траектории движения и тактику прохождения препятствий. А еще покружить с дроном над треком и поснимать остальных. Наслаждайтесь! И вот наступил мой заезд. Стартовал я вроде неплохо, но затупил буквально на втором же бревне, и в итоге поехал дальше последним. У меня получалось проходить все препятствия с переменным успехом. Каких-то прям жестких неберучек не оказалось, хотя местами я, конечно же, пострадывал. В итоге я финишировал где-то в середине своей группы, неплохой результат для первого в жизни эндуро-стадиона. А еще я узнал, что всего за 8 минут можно так упахаться, как порой за двухчасовую гонку не устаешь. После эндуро-кросса была полуторачасовая гонка в классе Extreme. К сожалению, большая часть трассы не особо просматривалась, но был один волшебный подъем, который предстал перед нами во всем великолепии. Я смотрел на это все и радовался, что нас сюда не повезут завтра. Итак, основной гоночный день. Нам предстояло ехать 2,5 часа. Погода радовала, было не жарко и сухо. Идеальные условия для заездов. Благодаря вчерашней квалификации я стартовал с 3-й линии из 6. Это давало надежду на отсутствие завалов по пути, что не могло не радовать. И вот последний отсчет, рука опускается на кнопку стартера, понеслась. Трасса оказалась довольно ходовой. 3-я, 4-я передача, иногда даже 5-я пробегала мимо. Было несколько стрёмных спусков, особенно самый первый. 3 скалистых больших ступеней, на которых довольно трудно держать баланс и практически не получается тормозить. Жуть! Аж дух перехватывало, но раз за разом у меня получалось там проезжать без происшествий. В целом, каменистая местность доставляла немало веселья. Я не привык к такому, приходилось импровизировать на ходу. Благо, что было довольно сухо, и зацеп на камнях присутствовал. Вообще, зацеп сюда завезли тоннами. Все горки и препятствия проезжались как по асфальту. Мотоцикл не зарывался, его не носило из стороны в сторону, все было очень комфортно и предсказуемо. Поначалу я опасался высоты горок, но оказалось, что мотоцикл в них просто залетает на 3-й передаче, а на спусках я мог нормально пользоваться тормозами. Неожиданной для меня оказалась длина гонки.
Где-то на 4-м круге я словил прилив сил и начал дубасить. Я понимал, что это последний круг и надо выкладываться на полную. Каково же было мое удивление, когда я понял, что круг оказался не последний. И еще как минимум один я точно успеваю проехать. Тормознул на пит-стопе, попил воды. Наши доблестные девушки из Эндуро-легиона накормили меня бананом. И я, освеженный, отправился теперь уж точно на последний круг. Сил было уже поменьше, приходилось силой заставлять себя вставать на каменистых участках. Иначе подвеска не работала как надо и было только тяжелее. Хотя очень хотелось сидеть. И что бы вы думали? 5-й круг был еще не последним. Буквально за несколько минут до закрытия финишных ворот Давид Леонов и компания успели уйти на очередной круг. А значит, и мне предстоял еще кружок. Тут я уже собрал все морально-волевые в кулак и не спеша покатился завершать гонку. Главной моей задачей было приехать к финишу одним куском и желательно на целом мотоцикле. Финальный проезд через эндуро-парк был похож на насилие над личностью. Сил не оставалось никаких. Я вяло втыкался в препятствия, вяло перетаскивал через них мотоцикл и ехал страдать к следующему препятствию. И вот он, долгожданный финиш. Моя первая гонка за рубежом оказалась довольно успешной, и я смог финишировать где-то в середине протокола. Было здорово. Обязательно вернусь сюда.